Привет, друзья! Это майор в отставке. Сегодня мы снова окунемся в реалии современного МВД РФ, которое стремительно погружается в кадровый кризис. Нужно сказать, что Колокольцев смог уверенно просрать веренную ему систему так, как никто другой. Некомплект в ведомстве уже составляет более 150 тысяч человек. И, как всегда, вместо того, чтобы решать проблему всерьез, верха ищут самые оригинальные выходы, прибегая даже к полицейскому десанту из Азии. Напомню, что меня зовут Олег Кашинцев, я бывший оперативник из Ярославской области, майор полиции в отставке. И в этом видео я расскажу, каким новым абсурдным методом прибегает МВД, чтобы заткнуть эти дыры, и почему российские граждане вместо реальной защиты получают лишь видимость правопорядка. От вас, как обычно, требуется досмотреть это видео до конца, поставить лайк и поделиться им. Если вы все еще не подписались на этот канал, то обязательно сделайте это прямо сейчас. Итак, поехали. Сегодня, по официальным данным, в рядах МВД России не хватает более 150 тысяч сотрудников. Это на самом деле колоссальная цифра, которая ставит под угрозу стабильную работу ведомства. А главная причина такого массового оттока очевидна – неконкурентная зарплата и, как следствие, отсутствие интереса к службе. Ну а еще позорная неоправданная война против Украины, которую в России официально называют СВО, она также внесла свой негатив в кадровую составляющую МВД. Здесь два момента, буду краток. Первый. Многие, я извиняюсь, долбоебы с полицейскими погонами, кто движим так называемыми патриотическими чувствами, а кто простой финансовой выгодой, просто ушли воевать, расторгнув контракт с МВД и перезаключив его с Министерством обороны. Это, с одной стороны, оттянуло определенное количество кадров из ведомства, но, с другой стороны, может таким образом ведомство хоть избавиться от разного рода дерьма. Ведь немногие такие патриоты вернутся оттуда живыми или в полной комплектации. Второй момент. Молодежь, или что называется, молодые кадры, в последнее время не особо идут работать в МВД. И опять же, основную роль здесь играет также развязанная война и неконкурентная зарплата. Молодежь вполне справедливо ассоциирует эту систему с силовой и опасается так или иначе получить свой билет на фронт. Средняя зарплата, например, участкового порядка 40-47 тысяч рублей в месяц. И за эти деньги люди вынуждены работать в условиях постоянного давления и нехватки ресурсов. Из-за нехватки кадров почти все сотрудники на земле работают сейчас за двоих или даже за троих. А в условиях, скажем, честного экономического кризиса, когда сливочное масло становится объектом квалифицированных преступлений, и когда каждый рубль на счету, желание работать за такие деньги в МВД у людей резко падает. И поверьте мне, особенно это заметно среди молодежи, которая все чаще отказывается связывать свою жизнь с государственными структурами, ассоциирующимися у них с репрессиями и подавлением свободы. Может быть, в школах эта больная власть и пытается проводить так называемые уроки о важном, но большинство из недавних школьников пока еще понимает куда больше, чем кажется. Нельзя забывать и о массовых чистках, которые начались в МВД еще в конце 2021 года и которые внесли существенные коррективы в кадровую составляющую. Тогда на волне протестов в поддержку Навального из ведомства увольняли тех, кто поддерживал или просто сочувствовал Навальному, или даже просто ставил ему лайки в социальных сетях. Было уволено много, если не все ненадежные сотрудники. И я скажу вам честно, эти чистки унесли с собой многих достойных сотрудников, которые действительно хотели что-то изменить и которые действительно помогали людям. И системы тогда выгнали думающих, адекватных сотрудников, оставив на их месте в основном лишь тех, кто готов молча, тупо выполнять приказы. Ну а к чему ведомство Колокольцева пришло теперь? Теперь МВД пытается затыкать свои кадровые дыры с помощью сотрудников из Центральной Азии, таких, например, как Кыргызстан. Еще в октябре стало известно, что МВД пригласило сотрудников из Кыргызстана для временной работы в России. Киргизские полицейские, направленные на работу в России, начинают выполнять задачи, как это говорит официальная пропаганда, по поддержанию порядка в регионах с высокой численностью мигрантов. Этот шаг направлен якобы на то, чтобы улучшить контроль над миграционными процессами, поскольку в последние годы значительно увеличилось число трудовых мигрантов, в основном из стран Центральной Азии. В России на днях открылись представительства МВД Кыргызстана в крупных городах, таких как Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск и Москва. Эти офисы возглавляют высокопоставленные кыргызские офицеры. Пропаганда пытается убедить всех, что сотрудники из Азии не будут участвовать в правоохранительной деятельности или раскрытии преступлений в России. Их основная задача – якобы помощь гражданам Кыргызстана по вопросам миграции и переселения. Полагаю, что изначально кыргызские полицейские, вероятно, действительно сосредоточатся на
в сообществах мигрантов для отвлечения внимания, что также позволит российским сотрудникам МВД заниматься другими задачами, включая обеспечение безопасности на более широкой территории. Но затем, если не будут проведены реформы, обязанности полицейского десанта от товарища Жапарова плавно перетекут и полностью сольются с обязанностями местных сотрудников полиции. Это выглядит, мягко говоря, как временная, абсолютно неэффективная мера, которая едва ли решит настоящие проблемы ведомства без осуществления реальных реформ. Поставьте себя на место российских граждан. Как они должны реагировать, когда вместо своих сотрудников МВД получают работников из других стран, которые не знакомы ни с российской культурой, ни с законами. Ну, а кроме того, попытка властей убедить всех в том, что полицейский десант из Кыргызстана прибыл якобы из-за роста трудовой миграции из Азии, выглядит, мягко говоря, лживо, так как после теракта в Крокусе в этой области сильно были закручены гайки и потоки трудовой миграции из стран Азии сильно сократились. Нужно, кстати, сказать, что в истории случай оказания подобной кадровой помощи носит весьма редкий характер, и это лишь говорит о действительно более чем серьезных проблемах в ведомстве Колокольцев. В условиях кадрового дефицита в МВД и постоянных репрессий страдает в первую очередь обычное население. Участковые и опера не справляются с нагрузкой, улицы остаются без охраны. Люди не чувствуют себя в безопасности, ведь, по сути, кто защитит граждан, если большинство еще оставшихся сотрудников МВД сосредоточено не на борьбе с преступностью, а на выполнении палочных планов и показательных задержаниях? Добавьте к этому еще репрессивный настрой системы и общее падение доверия к полиции, и мы получаем весьма неприятную картину. Граждане перестают видеть в МВД защитников, потому что для них очевидно. МВД сегодня служит только власти, но не людям. А теперь для этого пригнали еще и полицейских из соседних стран. Этот кадровый кризис продолжает только усугубляться. Уже сейчас некоторые эксперты считают, что МВД движется к какому-то коллапсу. На фоне внешних угроз и внутренних конфликтов в обществе отсутствие стабильной полиции только усиливает риски разгула настоящей преступности. Власть долгие годы не может понять, что уже давно пора провести реальные реформы, которые бы реально упразднили хотя бы палочную систему, но вместо этого власть лишь увеличивает нагрузку на оставшихся сотрудников, раскручивает маховик репрессий, а с недавних пор за участие в преступной бессмысленной войне против Украины еще и выпускает на свободу реальных преступников, убийц, маньяков и даже людоедов, что лишь усиливает нагрузку на систему и ухудшает ситуацию. У многих адекватных сотрудников из-за этого просто опускаются руки, ценность их работы падает до нуля. И я уже говорил об этом в одном из своих прошлых видео. Если временно упустить репрессивную составляющую, то можно сказать, что кадровая политика МВД сегодня – это печальное зрелище. Вместо того, чтобы провести реальные реформы, государство все глубже загоняет ведомство в кризис. Желающих идти служить в этот репрессивный аппарат немного, но я скажу следующее. Кто-то все равно должен ловить настоящих преступников и раскрывать настоящие преступления, которые совершаются в абсолютно любой стране, вне зависимости от формы правления или устоявшегося в ней режима. Это грабежи, убийства, изнасилования и так далее. А значит, пока система будет разваливаться, вопрос безопасности для простых граждан остается открытым. И выход здесь следующий. Необходимо остановить войну, арестовать и предать Международному трибуналу все руководство России, провести иллюстрации, уволить весь руководящий состав МВД, начиная от руководителей управлений с их замами и выше. Возможно, стоит сделать должности руководителей управлений выборными с возможностью избранного руководителя назначать себе замов. И, разумеется, ликвидировать палочную систему. Но самое главное, что нужно делать сейчас простым людям – сопротивляйтесь этому режиму любым доступным и безопасным для вас способом. Наносите ему ущерб так, как только можете. У меня на сегодня все. Спасибо, что смотрите и делитесь моими видео. Поддержите мой канал, ждите новых выпусков. Вместе мы точно сможем пролить свет на правду. Для получения оперативной информации не забывайте также подписываться на мой телеграм-канал, ссылка есть в описании. Информация там обновляется каждый день. И как всегда, ставьте лайки, делитесь этим видео и подписывайтесь на этот канал. Здесь вас никто не обманет.